Всем привет! Готовы отправиться в новое путешествие? Сегодня предлагаю вам прогуляться по городу XIV века. Посмотрим пороховую башню, турецкую тюрьму, рядом с которой были казнены сербские князья. Пройдемся по району, где когда-то был турецкий базар. И конечной нашей точкой путешествия станут пещеры из ледникового периода. Я нахожусь в городе Валево, расположенном в Шумадии и Западной Сербии, в 100 километрах от Белграда. Рядом с городом протекает река Колубара. Здесь проживает около 60 тысяч жителей. А начать хочу я наше путешествие с башни Ненадовича. Она была построена в 1813 году и расположена на холме, как бы возвышаясь над городом. Когда турки захватили город, башню эту использовали как тюрьму. Вероятно, поэтому герцог Ненадович приказал снести ее после освобождения Валева. Но башня была восстановлена в 1836 году. И до конца 19 века она использовалась как пороховая башня. Посмотрите, здесь вот таблички вставлены. Что-то вижу там Господь, наверное, вроде что-то молитвы. Получается, я на самом верху города. Там дома построены, там уже видно горы. Здесь такая табличка стоит, описывает историю этой башни. Вот Тауэр Ненадович. Ну, всю историю я вам уже рассказал. Ох ты, тут еще больше вид, смотрите какой. Там церковь православная и вокруг прям горы города. Хорошее место для башни. Здесь преобладает частный сектор. Что тут есть, кто-нибудь? Нет? Здесь закрыто. Как туда попасть? Есть кто? Походу никого нет. Жалко, в башню я не попаду. Вот такая красавица. Ладно, пойду в сторону центра и по ходу буду рассказывать вам о истории города. Название Валево впервые встречается в документе, который хранится в историческом архиве Дубровника. Он был датирован 1393 годом. Есть даже легенда по тому, как, из-за чего произошло название Валево. Беженцы, спасаясь от турок, скатились, или свалились с окрестных гор в долину. Так, возможно, Валево и получило свое название. Но горы в окрестности вы сами можете видеть. То есть там они вот наверху, с левой стороны, справа я вам показывал, с башни. Ближе к горам, наверное, как раз я и подойду, когда пойдем с вами смотреть пещеру. Здание университета. Вот такое здесь сложное автомобильное движение, что даже полицейский регулирует его. Хотя светофоры все работают. Не знаю, с чем связано, но пробки в городе просто жесть. Даже в Белграде, по-моему, такого нет. О, смотрите, какой домик оригинальный. А наверху какой-то крест. Красивый домик, но это епархия.
заметил вот в окне, кто там, возможно, какой-то святой. Начал смотреть. И это епархия. Вот тоже старенький домик. Посмотрите, какие скульптуры в проемах. Мужчина и женщина. Так, это церковь православная. Мне надо дальше прямо. Там будет еще старый район. Надо будет через мост перейти. Там, где раньше был турецкий базар. Не стал, ребят, проходить мимо. Это храм Пресвятой Богородицы. Я просто увидел, что внизу, сейчас подойду поближе, покажу вам, такой орел как бы из стены. И меня заинтересовало. Так, это 1912 год. Да, 1912 год. Скорее всего, стройка велась с 1912 по 1918 года. Вот такой храм. Надо зайти вовнутрь. Все. Вот здесь как светло. Обычно зайдешь, темно. Здесь все подсвечено. Добрый день. Как красиво расписаны потолки. Там на балкончике, скорее всего, выступает хор. Так, выйду с другой стороны. Покажу вам, как выглядит с торца. Красивый. Слева-справа высажены деревья. Явно им уже лет под 100. Давайте еще раз видно храм. И отправляюсь дальше в центр. Историю же города до конца я вам не рассказал. Так, давайте дальше историю. В районе нынешнего Валева поселения существовали еще в раннем каменном веке, о чем свидетельствуют следы, найденные в пещере Пятничка. До пещеры, как я и говорил, мне идти где-то 1,5 часа, но туда я обязательно схожу. А это здание высшего суда города Валева. Здание ремонтируется. Помните, снимал я в Кикинде. Там тоже здание суда располагалось в таком шикарном здании, но его не ремонтировали. Но здесь вовсю ремонт идет. Здание такое величественное. Слева и справа две статуи. Справа, видите, у него там чаша весов. Это, скорее всего, ну, что-то, какая-то богиня правосудия, наверное. Молодцы, красивое здание. Пробки, людей очень много. Прям такое большое движение в городе. Там это тоже здание суда продолжается.
Вот я практически дошел до исторического центра. Давайте историю продолжу, так все это рассказать не могу. Представьте, в 1393 году это поселение уже было активным торговым центром средневековой Сербии. Сюда приходили купцы из Дубровника. Развитие же Валева прекратилось в 1459 году, когда город попал под власть турков. В 1855 году был составлен план застройки современного Валева, в котором улицы пересекаются под прямым углом. Вот такое здание есть. В 1871 году основано, но, к сожалению, вот в таком состоянии. Желаю ему также восстановиться, как здание суда. Вот это исторический пятачок. Такой маленький, реально маленький пятачок. Вокруг жилые дома, кафешки, люди отдыхают. Это дом Уселина, старейшее сохранившееся здание Валева. Дом был построен в конце 18 века для нужд турецкого администратора Вальевской Нахиджи. В Османской империи Нахиджи — это тип административного подразделения, которое обычно состоит из нескольких деревень или иногда небольших городов. Надо зайти сюда обязательно. Все, ребят, я внутри. Сейчас сниму вам, как здесь все выглядит. Вот это сабли, смотрите, печать здесь оригинальная. Все турецкое. Вот так оно выглядело. Точно так же, как и сейчас. А это Ненадович, который я башню вам показывал в начале видео. Это вот он и есть. Сначала здесь покажу, потом спустимся в подвал. Давайте пока немного истории. Вот, смотрите. Канак, 1805 год. Макет. А это герб. 1804. В общем, цокольный этаж представляет собой административные помещения, а в подвале есть тюрьма. Ну а само здание больше всего запомнилось этой тюрьмой. В начале 1804 года здесь были заключены сербские князья, после чего их доставили на место убийства. Место убийства находится примерно в 100 метрах на берегу Колубара. После казни, вошедшей в историю как убийство князей, их головы были пронзены и выставлены на всеобщее обозрение на крыше этого дома. Смотрите, это оружие 19 века. Пистолеты, сабли. Тоже пистолет. Вход в музей стоит 190 динар. Так, чтобы ничего не пропустить, это флаг. Ну и герб, посмотрите. Как правило, везде есть рука, сабля, но здесь головы нет. Но вы знаете уже, да, что в Кикинде и в городе Аршац на гербе голова турка на сабле. Вот такое ружье, 18-19 век. Пистолет. Так, что я здесь прошел мимо чего?
не показал вам. Вроде все показал. Я так понимаю, что вот этим пером был подписан уговор, договор о купле-продаже земли. Контракт. «1918 год». Круто. Пойдемте в подвал, спустимся. Вот в этом подвале и держали всех узников. Кстати, такой запах прям прелый и сыростью пахнет. Ну, тут, соответственно, рассказывается история про двух князей, которых здесь же казнили. Сюда их заковывали. Здесь была голова, руки. О, музыка. Вот музыки нам и не хватает. Антураж. Все, ребят, я молчу. Dobrodošli u Muselimov konak, najstariji sačuvani objekat u Valjevu i direktan materijalni ostatak iz vremena seče knezova. Kada su Turci početkom 1804. godine pokušali da najdrastičnijim metodama preseku svaku pomisao raje da se digne na ustanak. U ovom podrumu bili su zatvoreni knezovi Aleksa Nenadović i Ilija Birčanin, odakle su 4. februara izvedeni na gubilište. Valjevski knezovi Aleksa i Ilija postali su simboli seče knezova, a Muselimov konak zapamćen je kao mesto gde je posle posljednje noći knezova počelo da sviće jutro slobode. Kako dođu i sjašu u Valjevu. На этой картине как раз и представлена, да, казнь. I metne sinđir na vrat. I obe ruke zajedno u jednog vošća. Посмотрите, какие злые лица. Тут прям даже на какого-то скелета похож. Oni su bili tako okovani da nisu svojim С той rukama стороны hleba радуются nosili смерти, nogu, а с nego su этой ih ужасаются. zaranjivali. Одного из князей уже казнили, мы можем видеть его голову. Вот пика, на которую ее насадят и перенесут в этот дом и поставят на крышу. Второго князя еще не казнили. Можно даже заметить, да, на картине, что с каким-то пренебрежением князь смотрит на своих врагов. Povedu ih na pogubljenije. I kao što su mi posle toga mnogi Srbi i Turci kazivali, moj je otac sasvim pri sebi bio i slobodnim glasom vikne: Fočiću, Fočiću, ne molim te za život, nego te samo molim, nemoj me beščesnom smrću moriti, no sabljom, sabljom kojom se junaci gube. A znaj, Fočiću, da će moja krv i pred Bogom i pred ljudima tebi dosaditi. Na tom pozorištu sveta je mnogo skupljeno bilo, jer i Srbi i Turci, da bi veći strah od Ahija imali, morali su doći da ove prve žrtve srpske gledaju. Najpre dade Fočić na srpski jedno pismo pred svima pročitati koje glasi ovako: Pozdravlje tebi, gospodine majoru Mitezeru Zemun, od mene kneza Alekse i od Prote. Da znate da smo mi ove Dahije među sobom pozavađali i oni će se skoro između sebe potući, zato molim,
prepravite džebane i oficira, a vojske dosta imamo, pa da nam pomognu da Dahi odavde otera. Kad se to pismo pročita, rekne Fočić skupljenom narodu, eto, ova pisma seče Aleksu, koji s Nemcima se dogovara i kod našeg cara nas tuži i opada i o našim glavama radi. Zato bi greota bila njegovu glavu živu ostaviti. Potom Fočić poviče na dželata. Seci! I odmah oba posekoše. Najpre je Birčanin posječen. Narod s pozorja razbegne se, Turci, Valjevci poplaše se i odmah počeli su jedan po jedan tajno od drugih svoje važnije stvari pripremati. Glave obodve metne Fočić više sebe na čardak. Njihova tela stajala su oko 80 vati niže Ćuprije na poljicu do Kolubalja. To je bilo januarija 23. predveče 1804. godine. Кто будет в Валево, обязательно для посещения. Что-то подобное я видел в Бухаре. Там тоже была тюрьма, туда спускался, но там она была внизу, как бы подземелье. Ее можно было только сверху посмотреть. Что, ребят, идем дальше? Как вам? Дом-тюрьма. Давайте позади себя его сниму еще раз. Вот так он выглядит. Интересная история. С вас лайк. Кто еще не подписан, подписываемся. Хочу показать вам музей Валева. Он был основан в 1951 году. Справа это какой-то отель. Тоже одна из центральных улочек прогулочных. Так, музей должен быть вот здесь. Давайте зайдем в музей, раз уж здесь. Вот так он выглядит. Музей Валева. Галерея. Так, вход с правой стороны. Идемте. Ребят, в общем, зашел я еще в музей. Думаю, не зря. Смотрите, здесь такой... два скелета даже. Два скелета, их даже до конца, видите, не выкопали они в земле. В общем, я попал, вернее, я заходил в музей, где тюрьма, заплатил денежку. Пришел в этот музей, здесь доплатил 70 рублей, 70 динар и прошел. Так было бы дороже. Не знаю, насколько. Это такой древний человек. Видимо, и ест что-то. Древний дом. Написано, что это еще из неолита. Все эти предметы. Вот так это все здесь выглядит. Получается, что я иду, и как бы эпоха, каждая комната новая эпоха. Вот так правильно. Здесь, наверное, уже Древний Рим идет. Судя по вот этим остаткам и надписям. А это что такое? Посмотрите, там прям люди отчетливо, да, видно? Класс.
Здесь монеты старинные. Да, это уже Римская империя идет, получается, точно. Вот даже написано, да? Вилла Древнего Рима. Так, следующий зал. Следующий зал. Это средневековая Сербия. Какая-то плита, смотрите, прям древняя. Написано, что она датирована 1327 годом. Ох, какая лодка. Здесь тоже что-то написано. Не особо видно отчетливо, но надписи можно, наверное, прочитать, если уж захотеть. А нигде не указано. А вот табличка. Так, ребят, кто знает сербский, английский, читайте. Так, это какая? Это уже 4 век получается. По крайней мере, сверху написано 4 век. Но что-то не похоже на 4 век. Здесь уже более такая традиционная одежда сербская. Там вот. Мельница водяная. Может быть, даже это и есть мельница водяная, где пещера. Дойду до пещеры, вы сами поймете, о чем я говорил. Сундук, 1860 год. Ну, здесь такие мастерские, смотрите, даже подсвечивается, как будто идет работа полным ходом сейчас. Даже стук молота. Что-то там даже болтают. Вот такой, ребят, музей. Будете рядом, в принципе, зайдите, посмотрите. Смотрите, какая обувь. Ну что, как вам музей? Вот это прикольно они сделали. Такую улочку под старину, что можно было посмотреть, как раньше выглядел турецкий базар и весь район. Молодцы. Тут свечное производство у кого-то было. Все, я выхожу и отправляемся дальше. Прогуляюсь немного по площади и пойду уже на ту сторону реки. Хочу показать вам район города, который называется Тешняр. Там когда-то были турецкие базары. А вот уже вижу мост, Белый мост. Вот такая площадь, памятник. Все, вот мне надо вот туда. Так, давайте вид позади меня. Вот так все это здесь выглядит. То есть улочка туда идет, в ту сторону и в ту сторону. Вот оттуда я пришел, где стоит башня
Ненадовича. Сначала вид на реку. Река называется Колубара. И пойдем уже на Белый мост. А вот она такая мелкая. Вот чем вам не Европа. Прям европейский такой вот пейзаж. Так, это Белый мост. Ну, называют, вы поняли почему. Потому что он белый. Раньше на этом месте был деревянный мост. Но, соответственно, его снесли, когда неоднократно город попадал то в руки турков, то возвращался к сербам, то венгры, кто здесь только не был. Поэтому мост не сохранился до наших дней. Смотрите, как оригинально смотрятся домики на берегу реки. Так, и с другой стороны. Ой, я даже рыб вижу. Настолько она мелкая и прозрачная. Ну что, готовы в историческую часть? На бывшие базары. Пойдемте. Я аж в предвкушении. Чешняр — это базар турецких времен. Он находится на правой стороне реки Колубара. Куда идти? Налево, направо. И хочу и туда, и туда. Давайте пойду с этой стороны сначала. Будем идти, разглядывать и рассказывать историю вам буду сейчас. Смотрите, какой вот явно это прям вот 18-19 век. Смотрите, он прям как наклонился. Ух ты, ну смотрите, тут реально можно прям фотографироваться. Кто любит фотографии красивые, наверное, вот сюда надо приезжать. Хорошие кадры можно сделать. Так, давайте историю. Вообще Чешняр был построен в 17 веке, но до наших дней сохранился так, как он выглядел в 19 веке. Вот по тому зданию белому явно похож на турецкое. Точно 17 век. Ну вот это да, 19. Ну красиво же, да? Кто согласен? Пишите в комментариях, как вам. В общем, большинство этих зданий были построены в 19 веке. А на момент создания в них располагались магазины. Ну, сейчас, в принципе, они располагаются. Кафешки, магазины. Здесь были магазины, мастерские, торгово-ремесленные склады. Чешня представлял собой торгово-ремесленный район, базар Валево на протяжении нескольких веков. Вот я смотрю, что не все здания, помещения еще функционируют. Здесь, например, закрыто. Такая прогулочная улица. Если бы такая улица и такими домиками был бы застроен Белград, я думаю, здесь бы народу было не протолкнуться. Ну, а город далеко находится и маленький, соответственно, туристов не очень много. Не балуют его туристов. Один турист-оптимист вам все показывает. Вот тоже, смотрите, какой домик. Так, я сейчас вернусь и начну с той стороны. Вернулся я к тому перекрестку, где пошел направо, чтобы показать вам с этой стороны. Знаете, сейчас вот прошелся, чем мне район, на что напоминает, на что похож. На район в Венгрии есть городок Сант-Андре. Вот там что-то такое вот есть.
Там просто улочки поуже. Но также идут дома слева, справа. Такие ремесленные, такие пряничные домики. И вот тут и улица прям вот похожа. Так, кто был в Сент-Андре? Напишите. Ну, миленькие же домики, смотрите, прям. Здесь прям такой антураж, бочки висят. Красивая улица. Вот здание 19 века. Смотрите, окошки еще деревянные, не пластиковые и не завешены кондиционерами. Да, красиво. Не знаю, мне нравятся одноэтажные дома. Архитектура еще старинная, прям очень красиво смотрится. Смотрите, какие проемы входные, маленькие. Ну, не знаю, по мне так это 18 век. То есть я стою, вот подошел к проему, и мне надо нагибаться. Но в те времена, в 18-м, турки же тоже маленькие. Ну и тогда, в принципе, все люди были маленькие. Я вернулся на левый берег реки Колумбара. И вот тут уже точно отчетливо видно дома 19 века. Если на правой стороне, где мы с вами прошлись, уже все-таки прослеживаются там следы турецких, да, турецкой эпохи, то здесь уже точно 19 век. Кафешки, магазины. Здесь более такая оживленная часть. Хотя есть тоже и заброшенные помещения. Но в основном они все работают. В центре площади стоят часы. Показывают сколько? 6:15. Это видео я уже дописываю вечером после пещеры. Пещеру, соответственно, вы увидите в самом конце видео. Поэтому не переключайтесь. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Дальше будет еще интереснее. Часы, фонтанчик. Пойдемте до конца уже, догуляем ее. Прикольно. Я думал, вечером народу будет больше, но нет. Все так же, как и днем. Хотя на набережной люди сидят. В общем, интересный городок. Советую его посетить. Думаю, одного дня вам будет достаточно, чтобы здесь все обойти и посмотреть. Ну, максимум 2 дня. Если один день выделить чисто на город, а второй на исследование пещер. В общем, советую для посещения город. Мне понравился. Вот такой старенький домик. Видите, где-то чистенькие, прямо уже такие подделанные, а где-то обшелушиваются. Я, получается, выхожу сейчас к центру, к пятачку, где поворот на Белый мост. Здесь уже такие бутики посолиднее. Одежда, обувь, кафе. Вот такая прогулка по центру города. А вот смотрите, фонари зажглись. Посмотрим, может быть, вечером он еще более преобразится. Ребят, я обошел эту улочку, купил себе уже бургер с лимонадом. Сейчас выберу хорошее место, красивое. И будет у меня такой обед.
Улочка выложена, видите, булыжниками. Тоже старинная. А мы с вами шли вот там, вот за этим домом. Я иду параллельно. Хочу спуститься к реке и с видом на Белый мост отобедать. Вот посмотрите, какой шикарный вид. Вот здесь у меня и будет обед. Отошел я от традиционных сербских блюд, взял себе бургер. Потому что здесь еще, ну, целый год я, в принципе, даже, да, я целый год не покупал бургеры. И решил попробовать, как они на вкус. Запивать у меня лимонад. Так, надо камеру поставить красиво. Вот такой бургер. 2 котлеты, помидоры, лист салата. И не пойму, что за соус. Такой кисло-сладкий какой-то. Котлету еще тоже не распробовал. Но видно, что они две котлеты, и они тоненькие. Ну, лимонад вкусный, однозначно. Дальше буду сейчас пробовать. Мясо вкусное. Булочка такая пористая, тоже мягкая, свежая. Чуть-чуть бы остринки, и вообще было бы супер. В принципе, та же самая плесковица, только булка. Всем приятного аппетита, ребят. Буду наслаждаться вот этим видом. И есть. В общем, ребят, вернулся я в район Тишняр, когда уже немного стемнело. Солнце уже село, включились фонари.
направляюсь в пещеры. По пути у меня еще будет озеро. Так что и туда загляну. Здесь разрушка. Какая-то пивница была, кафе. Подхожу к старому железнодорожному мосту. Он был построен еще в 1928 году. Они его сохранили. И здесь просто автомобильный пешеходный мост. А справа речка. Кстати, она здесь тоже мелкая. Я уже на окраине города. Забрался на самую верхнюю часть. Город виднеется вот там вдалеке. И он как бы получается в низине. И мне осталось 25 минут. И я на месте. Здесь в основном частный сектор, где я хожу. У людей посадки, что плодовые, так, плодовые — это виноград, айва, яблоня, инжир, куда без него. И пока больше ничего не видел. Вот отсюда город прям как на ладони. Достаточно большой такой. Где-то вот здесь, внизу, железнодорожный вокзал. Ладно, я иду дальше. На пути уже повстречал инжир. Вода у меня кончилась, поэтому инжир. Кстати, инжир, заметил, прям удаляет жажду. Пару штук съел, и все, пить не хочется уже. Так, по-моему, мне надо ловить машину. Что-то там уже куда-то непонятно я иду. Хотя показывает 25 минут ходьбы. 25 минут ходьбы для меня это плевое дело. Но интересно было бы пообщаться с местными, может. И тут еще пешеходной дороги нет. Я иду прямо по автомобильной. Тут, в принципе, ходить негде пешеходом. Уже видел белку. Дорогу перебегала. Прям огромная такая. Прохожу мимо. И смотрите, что я обнаружил. Не мог пройти, поэтому сниму для вас. Есть такое какое-то, знаете, авангардное искусство, наверное, да? Это какая-то ракета. И руки, смотрите, руки, ноги, человек. Кто-то же это все сделал. Ой, тут, видимо, сигнализация, что ли, пищать начала. Ладно, не буду заходить дальше. Отсюда сниму. Никого нет, но сигнализация срабатывает. Поэтому, ребят, все, что могу, сниму только отсюда, издалека. Вот так это выглядит. Ну вот написано: объект под охраной. О, ты что ли охранник? Привет. Вот походу и охранник прибежал. Пока он где-то гулял, здесь можно было тоже гулять по территории. Ладно, идем дальше. У меня получается своего рода опять путешествие совмещенное. И город, природа. Так, машина мчится и спереди, и сзади. Надо свернуть на обочину. Все вместе совмещаю. Природа и город. Тут тоже вид на город. Но я не знаю, относится к это к Валеву или нет. Мне кажется, уже нет. Потому что между ними там лесополоса большая. Скорее всего, какие-то пригородные поселки. Решил пока машину не ловить. Идти 19 минут. Хочу посмотреть вообще, как тут и что. Слева какая-то авторазборка, машины стоят. Может, просто отстойник автомобильный.
Справа посадки. Помидоры растут. Там уже леса прям. Вот там бабушка собирает помидоры, наверное. Или ухаживает просто. Да, здесь уже что-то вроде деревни. Да? Больше такое на деревню похоже. Яблоня растет. Дома некоторые прохожу заброшенные, где-то не заброшенные. Видно, что живут. Яблоня. Ох, опять машина мчится. Сейчас попробую яблоко сорву. И поделюсь с вами, как оно на вкус. Такие огромные яблоки. Я проходил уже несколько деревьев, прям растут вдоль дороги. Как вкусно. Сладкое, сочное. Прям вот как будто сок пьешь. Очень сочное. В низине тоже домики. Там вдалеке вижу церковь, но она сейчас за деревом. Машины проезжают очень редко. Но мне даже интересно, что они думают. Я тут иду один, никого нет, вообще никого нет. Скажешь, что за крендель ходит здесь один. Вот это чудо выпрыгнула через этот забор и побежала. Сначала ластится, вот бегает, играет. Надеюсь, ты не кусаешься, а, собака? Или ты у тех козлов охраняешь? Там пасутся козлики и бараны. А нет, баранов здесь нет. Я думал, там в конце баран дальний. Это все козлы. Охраняет, наверное. Так, поворот налево и направо. Вот они тут пасутся. Да-да-да. Что-то ругается, разговаривает. У меня дорога пошла вниз. Резко. Что-то сверился с картой. Еще 15 минут идти. В принципе, еще недалеко. Но машин попутных пока нет. Еду только навстречу. Вот. Российская Нива с синими номерами. Полиция, наверное. Церквушка на холме. Я уже прошел указатель. Пятничка, пещера. И повернул налево. Вот такая дорога ведет. Ну а дальше посмотрю, что там будет. Тропинка или асфальтированная. По левую сторону чьи-то огороды, поля, но домов не вижу. Там вдалеке какая-то производственная база, кукурузные поля. Вот такая дорога. Все еще никого не встретил. Там посмотрите, какие прям леса на горе. На озеро не стал заходить. Сейчас проходил еще раз, его посмотрел с высоты. Оно небольшое, маленькое. Такое больше заболоченное. Поэтому думаю, я туда точно не пойду. Оно еще и в низине находится. Нужно будет спуститься, потом наверх подниматься. Давайте уже лучше больше времени пещере уделить. Тем более ее там 2 уровня. Наверное, самое время сейчас начать рассказывать историю про пещеру. Как раз я почти уже к ней подхожу. Справа это заросли ежевики. Сверчки уже поют. Или цикады. Ребят, я уже вижу пещеру. Вон она прям огромная такая. То есть мне надо сейчас выйти вот по дорожке и туда. Короче, минут 10 ходьбы. Еще чуть-чуть осталось. Это все гора получается. Так, ну вот и пещера. Давайте историю, пока до нее иду. В общем, эта пещера находится в
5-7 километрах от города Валево. В этой пещере были обнаружены следы человека эпохи неолита и остатки фауны ледникового периода. Также здесь были найдены кости пещерных медведей, гиен. Была обнаружена военная амуниция римских времен. А пещера названа по названию ближайшей деревни Петница. Сама пещера разделена на две части. По нижней протекает подземная речка Баня. Как бы она на фоне, ну, вернее не на фоне, она на выходе из пещеры образует такой небольшой водопад. Я уже шум ее слышу. А нижний уровень пещеры называется Великой из-за огромной высоты. Вот этот вход, он около 15 метров. А верхняя часть пещеры известна как концертный зал. Она имеет естественное освещение, потому что у нее там два отверстия наверху. Несмотря на большое количество артефактов, пещера до сих пор еще до конца не изведана. Здесь раньше был ресторан. Вот здесь водопад. Сначала давайте его сниму. Надо было с той стороны обойти. Сейчас обойду. Ну, какая красота, я уже отсюда вижу. В общем, на месте этого ресторана раньше была мельница. Сейчас покажу вам ее. Добрый день. Вот, видите? Здесь что-то вроде такого водопада. Ну как вам? Пещера поражает своими размерами. Давайте здесь сначала покажу вам вид. Ну, речка стекает, она течет туда, наверное, впадает в реку, ой, вернее, в озеро Петничка. Слушайте, сразу прохладой так завеяло. Кстати, читал, что в этой пещере есть летучие мыши. Интересно будет на них посмотреть. Пока вижу только голубей. Ничего себе, какая она огромная. Знаете, здесь стоишь, она прям давит на тебя. Ощущение. А вон там голуби прячутся. Ребят, у меня прям мурашки по коже от этого места. А вот эта речка, которая берет свое начало из пещеры. Вот мы туда, я поднимусь туда и покажу вам, где она находится. Класс. Это реально место силы. Приезжайте.
Что, пойдемте туда посмотрим. Так, надо включить фонарик сейчас на телефоне. По максимуму. Не знаю, поможет или нет. Она здесь не глубокая. И я так понимаю, что она либо вход завален. Хотя вот смотри, вот там проход есть. Вот здесь есть. Здесь когда-то дверь была. Отсюда прям дует ветром. Так, здесь проход. Что, ребят, идем? Так, надо камеру сменить. Ребят, извиняюсь за качество картинки. Снимаю с айфона. И, соответственно, камера работает на пару со вспышкой. Здесь такой ветер. Его не слышно. Но прям чувствуется. Подниматься не очень удобно. Ступеньки скользкие. Так что кто пойдет, имейте в виду это. Так, давайте позади себя покажу, что там осталось. Я вот оттуда спускаюсь. Но здесь очень холодно. Знаете, спускаться всегда, вернее наоборот, подниматься всегда легче, чем спускаться. Какой-то проем такой. Лезем дальше. Еще не видно под ногами, что у меня. И наверху потолок прям куда-то вниз уходит. Интересно, ступеньки. Да нет, это же были ступеньки. Да, я читал, что этот вход как бы и был уже известен еще с тех времен. Смотрите как. Я уже вижу вторую пещеру. Так, здесь держаться не за что. Плохо, что под ноги не могу смотреть, потому что камера вперед снимает и свет туда. Так, давайте позади себя. Вот так это выглядит. Ух, я под впечатлением. Посмотрите, какой зал. Офигеть. Я дошел. И здесь эхо. Там тоже вижу ступеньки. Надеюсь, качество картинки будет смотрибельное. Так, потолок. А вот смотрите, вот про эти два отверстия. Раз. И вот второе отверстие. Это и есть как бы естественный свет здесь. Но также получается, что из-за этих отверстий здесь грязь. А тут дверь какая-то. Так. Давайте зайду. Посмотрим, что за дверь. Прям такая резная. Она открыта. Ребят, вышел я из двери, которую мы с вами пропустили. Здесь вот такой вид на пещеру. Здесь, скорее всего, тренируются скалолазы. Хотя нет, это деревья свисают. Беседочка. И я наверху. И чтобы подойти к водопаду, нужно будет просто спуститься. Вот туда. Ну, спускаться я буду здесь. Здесь светло. Ну, а пока отправляемся дальше в пещеру. Так, туда потом. Сначала пещера. Может быть, я и выйду с той стороны. Так, ничего не видно. Так, обувь еще берите, чтобы она не скользила, кто сюда полезет. Но сюда стоит прийти. А? Какое эхо. И тишина. Так, давайте сначала здесь покажу. Ну, туда, ребят, я не пойду.
Хотя вижу вот там тропинку. Но я думаю, это для исследователей. Что-то мне не хочется туда идти. Так, давайте отсюда еще вот. Вот они, два оконца. Вы представьте, да? Здесь когда-то жили люди. Когда-то были древние животные. Римские солдаты здесь тоже бывали. Ничего себе, глыбы какие. Фух. Хочется прям вот, хочется очень туда, хочется залезть. Но я понимаю, что это небезопасно. Вот к краешку я подойду. Тем более есть ступеньки. Значит, нужно подойти. Купил себе внешний аккумулятор. Благодаря вашим донатам. Как бы мне по факту нужен бы и не нужен был раньше. Но теперь просто необходим, потому что не хватает иногда ни камеры, ни телефона. Снимаешь видео и заканчивается зарядка на камере, на GoPro-шке и на телефоне. Теперь благодаря вам все видео будут дописаны и записаны. Красота, слушайте, я прям наверху. Че, еще идем? Блин, такие вещи, мне кажется, надо в прямом эфире посещать. Чтобы вы голосовали, идем или не идем. И куда идем? Ох ты. Слушайте, тут вообще темно. Ребят, дальше не пойду. Здесь тишина. Знаете, аж на уши давит. Там ступеньки идут, вижу. И вон там еще одна пещера. Вход. Здесь, конечно, без фонарика не обойтись. Я не думаю, что можно будет так далеко зайти. Конечно, если бы я знал, то я бы нашел фонарик, чтобы подняться дальше. Блин, не хотел идти. Ладно. Короче, ноги сами тащут. Интересная такая. Смотрите, камень какой. Как какая-то голова. Блин, там еще дальше. О! Эхо поменьше. Вот вид с этой стороны. Сверху, наверное, не видно. Но как они, сталактиты или что там, сталагмиты. Свисают прям. Надеюсь, все это будет хорошо видно вам. Потому что я-то вижу. Блин, давайте, ладно, еще чуть-чуть. Вот, что это такое. Прям вот до сюда буквально, все, и назад. И пойдем в большой общий зал. Еще раз его подсниму. А то я уже далеко ушел. Вроде и заканчивается тропинка. А, вот она и заканчивается, по-моему. Хотя нет, вижу вон там еще. Но там уже узкий. Я туда точно не полезу. Что это, отверстие какое-то? Да. Пещера, конечно. Круто. Последний раз в пещере я бывал на Кавказе. Не помню. В Пятигорске, по-моему. Все, я спускаюсь ниже. Это вообще красота. Ребята, отключаюсь и включусь уже там. Надо фонарик мне под ноги светить. Ребят, тут на самом деле очень просто заблудиться. Вот лестница. Я пошел по ней.
И пришел, смотрите, там озеро, и, ну, как подводное, вернее, под скалу уходит вода. Поэтому надо будет очень осторожно здесь гулять по этим пещерам. А буквально просто прошел прямо. А нужно было чуть-чуть правее уйти. Вот туда. То есть я промазал, получается, спустился ниже. Так что понимаю, почему в пещерах люди блуждают. Потому что здесь все по-другому выглядит. Ты вроде прошел, а на обратном пути уже совсем все по-другому. Тем более в темноте идешь. Тонкости все эти не подмечаешь. Идешь, да идешь. Мне вот нужно было сюда уйти, а я пошел просто прямо. И уже не туда. Фух. Хорошо, если ориентир вот этот свет, что понимаешь, куда идти. В любом случае. Но там не совсем понятно, потому что идешь к нему вроде, а приходишь к подземному источнику. Вот такие тонкости. Короче, одному здесь точно не советую ходить. Обязательно нужно вдвоем пара какая-нибудь, чтобы, если что, подстраховать. Крутые такие здесь спуски, подъемы. Ух. Ну что, ребят, вот такое у нас сегодня с вами путешествие получилось. Напоминаю, что каждый из вас может стать спонсором канала, либо разово задонатить. Все ссылочки в описании. Вам всем спасибо, что смотрите, поддерживаете, лайкаете. Все. Всем пока. Всем пока!